Ребята, привет! Меня зовут Наташа, и вы на канале Ната Габиана Геймс. И сегодня я хочу начать проходить очень старую игру, которая называется «Проклятие острова обезьян». Она, по-моему, вышла в 97 году и является третьей частью приключений Гайбраша Трипвуда. Итак, начнем. Значит, выберем сначала уровень. Я думаю, мы выберем самый сложный уровень. И поехали. Где-то в Карибском море. Остров обезьян. Бортовой журнал. Капитан Гайбраш Трипвуд. Уже несколько дней меня носит по морю. У меня ни команды, ни навигационных приборов, никакой провизии, кроме недоеденного корн-дога. Если я вскоре не найду воду, мне точно конец. Только поиски легендарного сокровища Большого Шума довели меня до столь жалкого состояния. Думал, они принесут неизвестность и славу, но вместо этого я попал в лапы своего врага, пирата зомби Лечака. Я расстроил его коварный план жениться на Элейн. Очень-очень хочется пить. Хоть один глоток пресной воды, и мне хватило бы сил продолжить плавание. Но я-то знаю, что много миль вокруг здесь ничего, кроме океана. Если бы мне удалось дойти до земли, я смог бы найти воду и пищу. Может быть, фрукты, что-нибудь может от цинги и вернет мне силы. Может, бананы? И зачем я так истязаю себя? С тем же успехом я могу мечтать о цыпленке и большой кружке Грога. О, моя дорогая Элейн, неужели я обречен умереть от голода в этом океане, не увидев ни разу больше твоего лица? Неужели? Вот и приплыл. Проклятие острова обезьян. Очень-очень старая игрушка, я в нее играла, я не знаю, была очень мелкая. Да, это, наверное, одна из первых игр, в которые я играла. Очень забавная, смешная. Мне очень нравятся именно такие рисованные игры 2D. Почему-то многим, кстати, они не очень нравятся. А я прям обожаю. Огонь! Воздух! Баба! Сколько раз тебе говорить, Личак, у меня нет к тебе ответного чувства. Элейн? Клянусь моей свернувшейся кровью, ты полюбишь меня. Плывем со мной, я сделаю тебя королевой мертвых. Я не могу, сегодня вечером я мою волосы. К черту твои волосы, женщина! Разве ты не видишь этот старый упрямый морской труп жаждет твоей нежной ласки? Знаешь, не думаю, что мой отец одобрит мое свидание с нежитью. И в любом случае недостойно такого милого пирата-зомби, как ты. Давай просто останемся друзьями.
Арр! Взглянем правде в глаза, Личак. Ты злой, вонючий, подлый, самовлюбленный злодей. Это отнюдь не то, что я ищу в плане романтических отношений в настоящее время. К черту загадки, дерзкая женщина. Что ты имеешь в виду? Ау! Ты коварный монстр, который однажды у меня похитил, пытал моих друзей, отобрал у меня единственного любимого. Гайбраша Трипуда. Ах, как романтично. Человек за бортом. Трипод. Выловить его. Гайбраш. Гайбраш Трипуд, не знаю, как ты улизнул с карнавала проклятых, но клянусь моим отмершими кишками тебе не улизнуть от моего клинка. Девушка с характером. Бросьте его в трюм, разберусь с ним после сражения. Пустить баркасы. И приготовьте пылающее пушечное ядро. Буду. Угу. Часть 1. Мне надо выбраться отсюда и помочь Элейн. Если бы я только смог выбраться за эту дверь, тогда мне ничего не стоило бы справиться с вооруженной охраной, перемахнуть за борт и рвануть к берегу. Кончай мямлить, пленник! Маленький пес. Так вам, презренные собаки! Отличные пушечные ядра. Слишком тяжелые, чтобы таскать с собой. Смотреть замочную скважину. Я вижу диораму, на которой дети всей Земли живут мирно и свободно. Нет, погодите. Этого не может быть. Слишком темно, чтобы понять, что там. Вы хлещете трюмную воду, а ваши мамаши... Получайте. Я не могу протиснуться мимо этой пушки. А ну не мешайся, я не могу стрелять, пока ты тут торчишь. Это пушечное жерло. Из этого иллюминатора исходит странное свечение. Так, давай поговорим. Не приближайся. Гайбраш Трипуд, а кто ты? Я злой пират Кровавый Нос. Самый злобный злодей, что когда-либо плавал под знаменем Короля Смерти. Я могу откусить тебе нос и глазом не моргнув. Судя по разговору, ты довольно крут. Я так крут, что еще в школе со мной Дэвид Джонс сыграл в свой ящик. Ты что, носишь фальшивую бороду? Пират Кровавый Нос не станет носить фальшивую бороду. Ну это так, он приклеен к волосам. На самом деле эта борода довольно сложного плетения, сделана из грудных и спинных волос настоящих пиратов. Надеюсь, они пустят корни, если я какое-то время буду носить. Эй, погоди-ка, ты ведь не пират. Уолли! Ты не узнаешь меня. Это Гайбраш Трипуд. О боже, привет, мистер Вуд. Последний раз я тебя видел, когда ты... Как ты оказался здесь? Что с мистером? Вначале у меня были некоторые опасения на этот счет, но благодаря семинарам Личака, мотивационным лекциям и поп-аудиокнигам я стал злобным корсаром. Вы тоже сможете? Спросите меня как.
Так. Расскажи мне об этих семинарах. Это семинары поистине создают ясность. Вы не представляете, как это раскрепощает, когда можешь сказать себе: да, я презренный, грязный, подлый пират, заслуживающий порицания и осуждения, но именно таких пират я и хочу быть. Таким пиратом. Мы все друг друга поддерживали. У нас возникло это грандиозное чувство единения. Потом Личак выбил дверь ногой и сказал: а ну, ленивые подонки, за работу, или я отхожу вас вашими собственными ногами. Так. А у тебя есть какая-нибудь литература, с которой я мог ознакомиться? Вот. В этой брошюре изъясняется основу философии, которой я следую. У меня нет настроения для назойливой рекламы. Расскажи мне об этих аудиокнигах. Поп-аудиокниги — это ключ к тому, чтобы стать пиратом. Получишь набор из 12 попугаев по одному в месяц. Возвращаешь сколько хочешь, можешь оставить всех себе. Они учат тебя разговаривать по-пиратски. В них все ключевые фразы. «Кончай этого придурка», «Лопни моя селезенка», «Кто у нас красивая птичка». Все фразы необходимы пирату, чтобы внушать уважение на море. Поп-аудиокниги. Это, блин, это попугаи. Тебе по почте их присылают. Расскажи мне об этих мотивационных лекциях. Ну, это были не то чтобы лекции. Это то, что Личак охарактеризовал как порка ребенка в себе. Освободи меня, Волли. Я не могу, мистер Браш. Теперь я злой пират, кровавый нос. И кроме того, даже если вы выберетесь на палубу, Личак порежет вас в лоскуты. Что за этой дверью? Это дверь триумф с сокровищами. Там горы золота и серебра. Он взял все, что когда-либо награбил, чтобы отдать Элейн. Личак убежден, что сможет купить ее любовь. Так. Ты никудышный пират. Начнем, наверное, с этого. Заткни глотку, железопулую, и глоблух, еще один твой писк, и я тебя прикончу. Давай писк. Ты сучковатая швабра, еще слово это у меня схлопочешь. Слово. Ну все. Я сейчас тебя уничтожу. Я сейчас. Я не могу этого сделать. Просто не могу. Вы правы, мистер Вуд. Я просто не пират. Я не свирепый, не кровожадный, не злобный, никакой. Я даже не отталкивающий. Будет. Мы расстроили маленького злобного пирата. Давай, поразвлекаемся. О. Хе-хе-хе. Давайте. Злобные скелетики. Блин. О, наконец-то. А у меня начинает неплохо получаться. Фу, мерзость, эти кости и прочий хлам плывут к кораблю. Так, ого. Да, засунь палку в трусы. Так, это нам вот так. О, говорящий череп.
Ну-ка давай. Могу я звать тебя Боб? Можешь называть меня Мюрием. Я могучая демоническая сила. Я предвестник твоей погибели, и силы тьмы будут рукоплескать мне, когда я буду шагать через врата ада, неся твою голову на копье. Шагать? Ну ладно, катиться через врата ада. Обязательно до всего докапываться. Так, знаешь, ты бы великолепно выглядел, тающей свечой на лбу. Ты так же ужасен, как дверной стопор. У меня такое чувство, что ты не воспринимаешь меня всерьез. Да нет, воспринимаю, правда? Правда? Тогда я хочу слышать твои вопли ужаса. О. Чего вы, злодеи, так много смеетесь? Я не смеялся над чем-то конкретным. Где-то тут рыба какая-то клюет мою ногу. И это меня смешит. Ты так же ужасен, как дверной стопор. Этот дверной стопор выглядит по-настоящему демонически. А не бери в голову. Отец твоей матери тоже был лысым. Я не лысый. У меня просто очень высокий вдовий лоб. По крайней мере, теперь тебе не придется ломать голову, что надеть. Что ж, полагаю, это правда. И с украшениями намного проще. И это правда. И мне идут шляпы. Флаг тебе в руки. Как тебе удается видеть без глазных яблок? Как тебе удается разгуливать без мозгов? И некоторые вопросы нет ответов. Ну, я пошел. Отлично. Отставь меня покоем, предстоит выстоять кучу злодейских планов. На тебе по башке. Класс. Так, давай-ка вот эту. Что это вообще такое? А что это? А, сабля и рука. Так, давай посмотрим, что там. Решетка. Действительно. Так, веревка. Разрежем веревку. Отведай-ка холодной стали, жалкая пушечная веревка. И все? Ну, давай, выстрелим. Я сейчас, благодаря демоническому пламени этого пушечного ядра, буду и отравлю свою вторую половину, свой второй мир. Это покажете, насколько сильно она мне нравится. О, клянусь, тупом Нептуна я был на волосок. О, нет. Вот так вот. Удался план. Эй, я потерял свою саблю, когда корабль перевернулся. Лестница. Так как корабль перевернулся, лестница ведет в никуда. Иллюминатор. Я вижу дно океана и вижу весьма сердитый череп, плавающий неподалеку. Бытовая техника. Изумительное сочетание. Стирка-сушка одновременно. Нельзя ее взять? Даже подключить ее некуда. О, надувной круг. Никакой уважающий себя пират не надел бы это. Да, конечно. Она сломалась, когда корабль перевернулся.
Портрет. Это Личак во всем своем обличии. Величии. Так, мешок. Это мешок с деревянными медиками. Вот это сокровище. О, тут кольцо с огромным бриллиантом. Заберем. Это что? Коробка с шоколадом? Ручки в шоколаде, мармеладные крюки, морские ежи, глазные протезы. Фу. Плюшевый медведь. Медведь слишком большой, чтобы таскать с собой. А меч бутафорский. Так, бутылка шампанского. Нет, от шампанского становлюсь смешливым. Угу. Наверное, вот так. Поньк. Гайбраш. Гайбраш. Я думала, что потеряла тебя навсегда. Это вправду ты? Да, Элейн. Ты действительно имела в виду то, что сказала там, что я был единственным, кого ты когда-либо любила? Ну да, Гайбраш, думаю, да. Элейн, я человек действия, сумасброд, бродяга, странник, человек, который может задержать дыхание на 10 минут. Я ничего не связан, никому не обязан, я плыву по ветру. И, по-моему, что-то всегда возвращает. Гайбраш, хватит. Элейн, ты выйдешь за меня? О, Гайбраш! Уолли, ты жив! Ого, ну как ты выжил при взрыве? Меня выбросило, мне просто повезло, что я не был пристегнут. О, Элейн, вот это кольцо! Спасибо, Оля, это обручальное кольцо мне подарил Гайбраш. А, похоже, это кольцо с большим бриллиантом из трюка сокровищ Лачака. Ну, то самое, на котором лежит жуткое проклятие Вуду. Что ж, я уверен, Гайбраш не стал бы дарить его тебе. Как бы то ни было, мне пора. Увидимся на свадьбе. Гайбраш лоханулся. Часть 2. О нет, Элейн. Похоже, она этому не обрадуется. Ну вот. Ну как так? Взял, подарил проклятое кольцо. Эта крепость видала лучшие дни. Это Элейн. Я должен как-то вернуть ей прежний облик. А там... А кольцо у нее... нельзя. Анонс. Центр театральных искусств имени Долговязова. Кого? Долговязого Джона Сильвера представляет Спир. Сюда нельзя войти? О. Прикольно. А мы где были? Пойдем сюда. О. Кружка. Эй, эта кружка только для платежеспособных клиентов. Блин, маленький пират. Вдохновляет юную, подающую надежды предприниматель. Вы должны мне помочь. Мы закрыты. Вы должны мне помочь. Я закрыты, да. Законы, касающие детского труда здесь... Но мою подругу поразило пиратское заклятие. Тогда вам следует повидать ту леди на болоте. Она повсюду развесила свои флаеры. Вы можете встретить их здесь, в городе. Подруга развесила флаеры. Чан с краской. Это большой чан, полный красной краски. Номер 2. Я только запачкаю пальцы. Переговорное устройство?
Куриная It's the лавка. two-way speaker for the walkthrough. Hello? Алло. I can't Я не understand могу you. What was разобрать, that? что вы сказали. Forget it. Забудь. Грязная ложь. It's as thick as gravy. Она густая, как соус. Ладно. Где там эта дама с болот? Вот это? У! Ну, а это лишь снова ты. Это лишь снова и снова твое самое страшное наваждение. Ну да, точно. Из адских глубин я принес тебе предостережение. Не заходи вглубь болот. Назад, назад. Тьма поглотит тебя. Как ты так высоко забрался? Одним лишь усилием воли. Ну-ну. Ладно, это было... Они нашли меня на берегу и водрузили на кол, полагая, видимо, что это забавно. Детишечки его туда засунули. Может, мне помочь тебе спуститься? Помочь? Мне не нужна помощь от глупых смертных. Я Мурray, всемогущий демонический череп. Да ладно, ладно, я просто спросил. Не пойми неправильно, я высоко ценю твои предложения. Что это ты там делаешь? Я стою здесь как свидетельство. Стоишь? Вишу как свидетельство сил зла, которые однажды пробудят победу над всем миром. Протрубят. И долго ты собираешься этим заниматься? Столько, сколько потребуется. Ты наверху должна быть довольно унылая, полагаю. Никогда. Силы тьмы никогда не унывают. Однажды мы докажем, что... кого я пытаюсь обмануть? Мне тоскливо до мозга костей. Фигурально выражаясь, конечно. Тебе кажется, что-то беспокоит? Ну, не знаю. Просто не так много людей проходит мимо этого болота. Чем бы ты предпочел заняться? Я должен быть среди слабых людей, устрашая их, причиняя боль и страдания. Это сделает тебя счастливым? Дай, счастливым в темном... Счастливым. Ты что-нибудь знаешь о снятии проклятий? Ну, конечно, я знаю очень много о снятии проклятий. Вот почему я бестелесный, говорящий череп, восседающий на макушке. Видать, горько. Прости, выдался тяжелый день. С удовольствием поболтал бы, но мне пора. Разбитый корабль. Торговый аппарат, клей. Возьмем клей. Кукловоду возьмем. Мне это не нужно. Это всего лишь игрушка. Кто вы и как это вы так внезапно возникли? Я та, что наделена иным видением, эксперт в обращении с силами природы и на благо всех, кто входит в мою дверь. Вы консультант по моде? Вообще-то да, но я говорила не об этом. Я жрица Вуду. Класс. Кстати, ты повзрослел. Я вас случайно не знаю? Мы знакомы друг с другом очень давно, Гайбраш Трипвуд. Ты через столько прошел, так что можно понять, что обо всем забыл.
Мы повстречались на острове Мелей, когда ты впервые... Hang on a second. Секунду, мы собираемся прослушать содержание предыдущей серии? Нет, меня от этого воротит. Нет, я буду краткой. Дважды я помогла тебе победить злого пирата Личака. I'm starting И to. начинаю припоминать. А затем еще раз в изготовлении вуду куклы. That's right. Точно. Вы столько мне помогали, я до сих пор не знаю вашего имени. You've helped so much, and I still don't know your name. Меня звали, знают под многими именами на разных островах. Но имена мало что значит. Тебе это должно быть известно лучше, чем любому другому Гайброш-Трипу. Да, вы правы. Эй, вы смеетесь надо мной? Я не думала. Боже, я должен рассказать вам столько Boy, I got историй. some stories to tell you. Истории, да, но я ощущаю сильные пертурбации. Мне надо уйти. But I've got to Но tell я you должен about Chuck рассказать вам про and Личака и Лейн. Я сейчас исчезну в яркой вспышке Elaine. No, света. no, wait. Нет, погодите, все началось на I knew острове Chuck was Мелком. close. Я знал, что Личак был близок. Я могу исчезнуть в любой момент. Okay, Ладно, okay. ладно, никаких историй. Nice place. Симпатичное место. Мне нравится, как вы тут все устроили. Спасибо, извини за беспорядок. Приходили дети поиграть со своими бумажными куклами в углу. Они очаровательные ребятишки. Хочешь посмотреть их в альбоме? Ради любви ко всему доброму и святому нет. Perhaps later. Да, сейчас на это нет времени. Я чувствую, что произошло нечто ужасное. Hey, you're good. Ого, Something неплохо, terrible нечто has happened. ужасное действительно I произошло. finally proposed to Я Elaine. наконец-то сделал предложение Лейн. Поздравляю, но это звучит не так уж и ужасно. И когда я надела ей на палец обручальное кольцо, она попала под страшное пиратское проклятие, навечно стала статуей из чистого золота. О, это все объясняет. Меня охватила волна ошеломляющей ненависти и гнева. Ну да, это Личак был довольно злобным пиратом. Я говорила об Элейн. Well, there's no time to У worry нас about нет that. времени We have to переживать по hurry. этому поводу, надо торопиться. Не паникуй, Гайброш, с ней ничего не случится, пока мы не снимем проклятие. Тебе следует беспокоиться лишь о том, чтобы ее не украли. Где ты ее спрятал? Не могу сказать, совершенно секретно. I can't tell you. It's too secret. Очень хорошо, во всяком случае, рада слышать, что она в безопасности. Я только что вспомнил, что мне нужно кое-что сделать. Увидимся. Ты не спрятал ее? Беги, Гайброш, скорее, пока не слишком поздно. Ее украли. Elaine! Элейн! I've got to get Я her back. должен вернуть ее. This is so Это все так embarrassing. по-дурацки. Looks like I'm gonna need Похоже, some мне more еще help. понадобится помощь. Someone stole Кто-то Elaine. украл Элейн. Это прискорбно, вернуть ее будет очень сложно. Do you know who Вы did that? знаете, кто ее похитил? Ну, наверняка, но подозреваю, это грязные пираты, бросившие якорь в бухте Can опасности. you give me Вы something можете about the дать мне curse? что-нибудь, что снимет проклятие? Нет, заклятие Личака очень могущественное. Подпитываемое его гневом и неудовлетворенностью в отношениях с противоположным полом. У меня нет ничего, что смогло бы снять заклятие, но есть один способ. Great. Великолепно, поведайте мне. Надо заменить проклятое кольцо равноценным или более ценным непорочным кольцом. Хорошим приближенным на это уйдет двухмесячное жалование. И где я могу найти громадное, непроклятое бриллиантовое Where am I кольцо? gonna find a huge uncursed diamond ring? Легенды упоминают о колоссально большом бриллиантовом кольце на острове Крови. Blood Island. Остров Крови, никогда не слышал о таком.
Скоро тебе придется с ним плотно познакомиться. Но ты должен быть осторожен, Гайбраш. Я видела, что твое путешествие будет полным опасности и обмана. Я также видела, что остров крови будет местом, где ты умрешь. Умрешь? Вы сказали умрешь? В смысле? Я мертв? Did you say die? As in me, dead. Не веди себя как ребенок. Isn't there a less Я нет для меня опасного способа. Нет, ценность кольца острова крови исходит из его чувственной значимости. Оно выражает чистую, истинную любовь, силу, равной которой нет. Oh, О, это так мило. Мне вроде что-то попало в глаз. Не вздумай насмехаться над жрицей Вуду. Как мне попасть на how остров do I get to крови? Blood Island? Тебе понадобится 3 вещи. Карта острова крови, поскольку путешествие обещает быть долгим и опасным. Надежный корабль, который доставит тебя туда. И опытная команда. Map, ship, Карта, info. корабль и Yeah. команда. Ясно. Остров крови, я иду. Blood Island, here I come. Так. Окей, давай, спасибо за помощь. Thanks for Пора your help. бежать. Gotta go. Ну что, ребят, мы начали свое приключение с Гайбрашем Трипвудом. Он лоханулся и подарил своей невесте проклятое кольцо, и она превратилась в золотую статую. И если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь и ждите новые выпуски. Пока!